Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. В комментариях под первым видео о ручной вышивке сашико вы спрашивали меня, куда эти лоскуты, куда можно эту вышивку применить. Я уже тогда знала, для чего они, но представляла несколько туманно, впрочем, как и сейчас. Знаю точно, это будет облегченное демисезонное пальто. Вот я набросала рисунок, как это примерно, опять же, будет выглядеть. Собирать я его буду из лоскутов разных цветов и украшать вышивкой сашико. Проект долгоиграющий, поэтому к моменту выхода этого ролика видео по ручной вышивке этих лоскутов вы, скорее всего, уже видели. Итак, пальто со слегка спущенным плечом и вот таким воротником. Ну, вернее, воротника даже тут как такового отдельного и нет. Будет полустойка, которая переходит в планку. Будут ли пуговицы, такие ли будут карманы, я еще тоже не знаю. Ткани на подкладку тоже еще нет. Первым делом я сделаю выкройку. Точно такой вот выкройки у меня нет. Есть две. Одна вот с таким плечом, другая с таким воротом. Буду совмещать, состыковывать, да. Бумажная выкройка будет состоять не из трех основных деталей, как обычно, спинка со сгибом, полочка и рукав, а из 5. 2 рукава, 2 полочки и спинка в развернутом состоянии. Зачем? А потому что детали пальто будут несимметричными, то есть лоскуты эти все будут разные по размеру. Выкройка готова, и как вы видите, крой очень простой. Как мне кажется, сложный крой или какие-то детали дополнительные, да, в сочетании с вышивкой только перегрузят изделие. Крестиками я обозначила лоскуты, которые у меня уже вышиты. Я начертила линии, по которым я буду каждую деталь выкройки разрезать. Ну, не сразу все, конечно, иначе я потом не соберу все обратно. Буду делать подетально, если можно так выразиться. Начну со спинки. Разрежу по линиям, выкрою лоскуты с учетом припусков. Затем выполню на каждом лоскуте вышивку сашико. Стачаю все лоскуты, соберу обратно выкройку спинки на скотч и подгоню деталь по выкройке. И буду так делать со всеми деталями по очереди. Работа, конечно, не быстрая, но я надеюсь, что полупальто мое будет интересным, а главное уникальным. Я насобирала разные брюки. Вот здесь есть и джинсы. Но джинсовых я вставлю буквально по лоскуту на каждую деталь, чтобы полупальто мое сочеталось и с джинсами, и с кепкой, и с беретом джинсовым, который я шила. Буду ли я использовать все цвета, пока не знаю. У меня еще есть вот такие красивые лоскуты, они мне тоже нравятся. Начну делать спинку, а там посмотрим. Не хотелось бы тоже слишком много разноцветья. Спинка почти готова. Как делать вышивку сашико я показывала в видео и по ручной, и по машинной вышивке сашико. Лоскуты некоторые я продублировала флизелином тоненьким, не все. Вот есть плотные совсем, их я дублировать не стала, чтобы пальто у меня не получилось слишком жестким, да, слишком деревянным. Сейчас соберу лоскуты на швейной машинке и покажу, что получилось. Спинка готова. Я ее подвесила на видное место, чтобы она мне напоминала о том, что прекращать не стоит. 2 лоскута я дублировать не стала. Ткань здесь достаточно жесткая. Если я продублирую еще, то будет совсем, ну, очень жестко. Промежуточным результатом я, в принципе, довольна, за исключением одного но. Этот лоскут бирюзовый.
Он как бельмо на глазу, честное слово. Я приложила сюда джинсовый лоскут. И, наверное, я здесь распорю, уберу этот бирюзовый и поставлю сюда джинсовый. Выполню точно такую вышивку. И, как мне кажется, будет намного лучше, более сдержанная цветовая гамма. Сборку деталей я осуществляю как-то хаотично. Вот у меня спинка, которую вы видели, правая полочка готовы. На спинке, кстати, я поменяла тот лоскут, который я показывала, да, меня не устраивал. Здесь у меня лежат лоскуты правого рукава и левой полочки, частично вышитые. А здесь я уже приготовила к сборке левый рукав, все лоскуты у меня вышиты. Сейчас я их буду стачивать. Детали я соединяю вот такой строчкой. На спинке я показала, но не рассказала. Строчка это называется плавающая, по крайней мере в инструкции так написано. Я не могу сказать, в каких машинках ее можно найти. Вот на этой машинке она есть. На второй машинке PFAF Creative 3.0, которая с вышивальным модулем, у меня такой строчки нет. И сейчас покажу поближе, как эта строчка выполняется и что из нее получается. Вот это верхняя нить, вот это снизу. То есть машинка делает 2 мелких стежка и несколько раз вправо-влево на одном месте, да, типа зигзаг на одном месте. Затем вот так вот детали просто разворачиваются, и их нужно потянуть. И смотрите, что получается. Такая имитация такого интересного ручного стежка. Если бы у меня такого стежка не было, вернее такой строчки на машинке, смотрите, припуск сам лег, да, туда, на ту сторону, куда ему удобней. Вот что получается. Интересная строчка. Но если бы у меня такой строчки не было, да, как я уже начала говорить, то я бы, наверное, ну, вручную что-то придумывала, потому что хотелось бы, чтобы лоскуты между собой тоже, ну, выделялись, да, чем-то, какой-то, что-то наподобие рамки. Лоскуты я соединяю блоками. Вот смотрите, 2 детали я стачала. Сейчас вот эти 2 детали, вернее не детали, а бумажные части склею скотчем, приложу сверху и посмотрю, ровно ли у меня получилась эта часть рукава. Ну вот здесь даже без склеивания видно. Здесь внизу у меня чуть больше получилось. Я обрезать не буду, потому что это низ рукава. Это я уже буду делать потом. Ну вот подрежу, да, может быть здесь чуть-чуть. Сверху может быть чуть-чуть припуск. Затем соединю, стачаю вот эти 2 детали. Также приложу бумажную часть к ним. Склею, проверю. И затем уже между собой. Точно так же приложу затем вот эту часть выкройки сверху и опять сверю. Если надо, я буду подравнивать. Также точно с этой второй половиной. Сначала эти 3 детали, потом к ним 4-ю, все подровнять, сравнить, затем нижнюю, все опять подровнять. И затем уже 2 части рукава. Зачем я так делаю? Ну, я думаю, что если я бы стачивала все детали вместе, да, вот эти все лоскуты, а потом бы прикладывала уже вот эту выкройку склеенную, у меня бы, возможно, получился большой перекос в какую-то сторону, где-то припуск получился бы очень большой, мне пришлось бы обрезать часть узора или наоборот. Поэтому я вот таким образом решила делать поэтапно, чтобы все было ровненько.
Рукав готов. Я постаралась подробно рассказать и показать, как это все собирается, потому что спинку, как я поняла, я не очень подробно все и не рассказывала толком, и не показывала. Точно так же сделаю второй рукав, полочку. Ну, сначала довышиваю лоскуты, да, и покажу, что дальше. Вышивку я наконец-то закончила. Собрала все детали, стачала их между собой. Вот такое кимонообразное пальтишко, плащик у меня получается. И чтобы все это привести к общему знаменателю, я сделаю обшлага на рукавах, листочки на карманах и вот эту планку, да, воротник, которая переходит вот здесь вот в планку из одних джинсов, то есть одного цвета все. И вышивку я уже вот такую какую-то делать не буду, я просто сделаю швом вперед иголку 2 или 3 линии. Ну, посмотрю, да. Ширину я буду делать небольшую, тоже 4, может быть 5 сантиметров. Посмотрю, насколько хватит у меня джинсов. Вот такая вещь у меня была запланирована. Карманы я решила делать не накладные, а прорезные с листочкой. Ну, мне кажется, так будет более элегантно. Да, если еще сюда вот эти карманы наляпать, будет, ну, слишком уж. Чем сейчас и займусь. Я закончила с этими однородными элементами. Как их делала, я, конечно, не снимала, потому что, ну, решила, что сэкономлю ваше время и свое. Думаю, если кто-то решит шить такое пальто, да, ну или подобное, и вообще уже имеет опыт, то, в принципе, вам все это знакомо. Прорезные карманы с листочками, обшлага, вот эта планка. Кто вообще ничего не шил такого подобного, то, думаю, вы будете все равно брать выкройку из какого-то журнала. Там, в принципе, все достаточно подробно описано, как это все выполняется. Ну, сейчас коротко пройду. Планку вот эту переднюю, вот я ее притачала. Краила я ее по долевой. Здесь у меня место стачивания. Вот эти тоже по долевой. Здесь по косой. Листочки и обшлага все по долевой. Делала я так, выкраивала планку. Сначала вышивала вот эти линии. Затем дублировала флизелином. Делала сгиб, да, приутюживала. И уже после того, как у меня готовые были планки, я вот эту последнюю строчку еще делала сквозную. Ну, мне так нравится, я так решила. Здесь на рукавах, вот смотрите, манжет я притачала, загнула. И здесь еще сделала вот такую широкую обтачку. Для того, чтобы не было видно здесь подкладку. Ну, рукава достаточно широкие, да, чтобы вот такая какая-то однородная ткань здесь была. Решила сделать так. Карманы прорезные с листочкой. Вот таким образом я делала. Вот. Здесь никакой подзор отдельно я не выкраивала. Я делала одну мешковину из джинсовой ткани и одну из подкладочной ткани. Вот что получается. Теперь мне осталось сделать подкладку. Вот такую ткань я возьму шоколадного цвета. Кроить подкладку я буду вот по этим выкройкам, которые я обратно склеивала. Ну и притачаю ее вот так, да, по кругу к рукавам. И внизу сделаю вручную. Ну и покажу уже, наверное, конечный результат. А, да, еще решила я сделать вот здесь вот 2 пуговки, здесь и здесь. Хотела сделать пояс, но с поясом как-то некрасиво смотрится. Поэтому просто вот будет прямое такое пальто. А, и еще, если у вас большая грудь, ну у меня грудь не очень большая, рекомендую делать выточки. Берите выкройки с выточками. Ну, как-то переносите их, да, вот в эти лоскуты. Допустим, здесь не прямой срез, а вот так слегка пойдет, да. Вот так. Может быть, здесь добавить.
Подкладку я тоже уже пришила, притачала. Здесь я притачивала на машинке, внизу пришивала вручную. Здесь сверху, смотрите, я сделала вот такую обтачку в области шеи. Но мне не нравится, когда надеваешь какое-то изделие с более открытым вот здесь вот вырезом, да, сзади прикасается вот эта подкладка, она как-то холодит. Поэтому сделала джинсовую ткань, здесь сделала 2 защипа, то есть выкроила на пару сантиметров спинку пошире, ну, как и должно быть, да, для свободы. Здесь внизу припуск, вернее, не припуск, а подгиб я пришила вручную потайным швом. Здесь ниток не видно, никаких стежков. И подкладку пришивала уже тоже вручную. И самым сложным во всей этой истории, ни за что не поверите, оказался выбор пуговиц. Вот таким образом будет застегиваться пальто. Здесь я уже отметила, где я буду делать пуговки. Их будет 2. Сбегала сегодня в магазин, купила несколько пуговиц. Вот они все, то, что я купила. Так, 4. Вот еще одна, 5. Вот эти я затонировала, они были светлые, такого светлого дерева. Эти пуговицы, вот такие, у меня муж сразу забраковал, сказал, что выглядит дешево. Вот эта пуговица, так же как и эта, ну вообще размер у них неудачный, они слишком крупные, да, если делать петлю прорезную, то петля получится слишком большой. Это будет некрасиво, поэтому эти 2 пуговицы отпадают. Вот это, как опять же моему мужу показалось, будет утяжелять изделие. Ну и в принципе я согласна. Вот это выглядит неплохо, но как-то просто, да, привет из 70-х, 80-х. Какая-то роговая оправа для очков напоминается мне что-то, ну, как-то не состыковывается. Ему понравились вот эти пуговицы. К слову сказать, пальто ему вообще не нравится, он даже не понимает, как это можно будет носить, но тем не менее. Но зато мне эти пуговицы тоже не понравились. То есть мой поход в магазин оказался неудачным. Я еще поискала у себя в коробках и нашла вот такие старые какие-то были замызганные пуговки деревянные. Я их несколько пошкурила немножко, да, и вот тоже затонировала. И решила, что сделаю их, вот эти пуговицы. По крайней мере, петли вот для таких пуговиц нужны небольшие, не широкие. Поэтому сделаю их. Сейчас сделаю петли, пришью пуговицы и буду мерить. Вот такое пальтишко у меня получилось. Я его решила сразу же выгулять. И, как мне кажется, с такими вещами, ну, яркими достаточно, да, которые привлекают внимание, стоит надевать вещи более спокойных тонов, без каких-то узоров, рисунков, ну, чтобы не выглядеть, ну, как мне кажется, нелепо, да, несколько. Вот, покручусь еще немножко. Так подкладочка выглядит. Здесь, к сожалению, пуговки белые. Я сейчас до магазина добегу, поставлю коричневые. Вот. Конечно, не всем понравится этот стиль. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Главное, чтобы нравилось мне и тем, кто захочет сшить что-то подобное. Буду очень рада вашим комментариям. Конструктивным комментариям, конечно. Пальтишко получилось свободным, легким, ну, удобное. Карманы достаточно вместительные тоже. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!